В этом видео я расскажу и покажу, как атеизм, эволюция, Талмуд, Коран поощряет половое распутство, половую развращенность, нецеломудрие, кто-то много, а кто-то очень много. Это что касается как не надо, а насчет когда надо, я приведу цитаты из Библии, которые противостоят всем этим грязным делам. Подавляющее большинство мужчин и женщин в целом считают секс до их супружества якобы приемлемым явлением. Речь про все эти половые отношения так называемых парня и девушки, соцсети, сайты знакомств и так далее. Такие люди даже не думают, что муж и жена это один раз и навсегда, без измен и без разводов. Каждая женщина должна и обязана быть целомудренной до ее супружества, как и ее мужчина. Иначе будет разврат и мерзость в обществе. По плодам их узнаете их. После чемпионата мира по футболу в 2018 году уже всем стало окончательно понятно, что большинство русских женщин, то есть белых женщин из России, Украины, Белоруссии, это, мягко говоря, самки инородных кобелей. А если говорить библейским языком, то блудницы. И свои, чужие или платно-бесплатно, это уже не важно. Любой разврат это зло для нормального общества. Половое распутство порождает аборты, а это убийство. И половой разврат порождает разводы, то есть хаос в обществе. Но, кроме грязных поступков этих светских львиц, есть еще и меньшинство русских парней, которые либо тоже ведут распутный образ жизни, либо они просто мечтатели-ухажеры. Но, конечно, масштаб у русских женщин больше. И эта проблема распутства является одной из главных причин, почему на постсовковом пространстве так все мерзко. Для общей картины скажу, что тут не ограничишься только этим. Есть еще алкоголизм и наркота, криптогейская АУЕ и криминальный склад ума, мошенничество и обман. Но сейчас речь о других лихих источниках. В данном случае религиозные криптосекты типа атеизма эволюции, Талмуда, Корана. Ты уже, наверное, спрашиваешь себя, так как это все связано с Талмудом, Кораном и религией атеизма, у которой неотъемлемая часть это дарвинская эволюция. Есть несколько ключевых слов, по которым я прочесывал вышеупомянутые источники. В частности, это серийный развод, повторный брак и деньги, блуд, прелюбодеяние. Вот это и есть мои ключевые слова. Теперь, что касается источников, я буду на экране открывать их в определенном порядке. И эти источники будут на английском. Но если что-то непонятно, то можно поставить на паузу и перевести их дословно и буквально. А о чем речь? Думаю, я смогу вкратце и внятно это объяснить на русском. Попытаюсь закончить цитатами из Библии, где опровергаются все ранее сказанные лихие источники. Итак, я начинаю. Откуда, ты думаешь, все эти термины пошли? Типа высокоранговый самец, низкоранговый самец, мужчина-добытчик, выживаемость потомства и так далее. А напрямую из религиозных книг про эволюцию. Вот что английская обезьяна Дарвин говорит про групповой брак в своей книге The Descent of Man and Selection in Relation to Sex от 1800 какого-то года. А утверждает этот примат то, что групповой брак это якобы неплохо. А сам групповой брак это когда все мужчины и женщины в племени совершают половой акт между собой, но каждая пара в свое время. Ну то есть половое распутство это якобы окей. Но Дарвин совсем не отличает плохое от хорошего. И у него ноль моральности. Это лишь промывание мозгов, и таким как он нельзя верить. Потому что все книги Дарвина это научная фантастика.
И это никак не настоящая наука. Почему? Потому что так называемая современная наука или современный дарвинизм – это якобы абиогенез, где все якобы появилось из ничего. Ну то есть атеисты верят в абиогенез, миллиарды лет, дарвинскую эволюцию. Вот это религия атеизма. Но это абсолютно ложь. И, кстати, оба убийственных социализма, то бишь коммунизм и нацизм, основаны на дарвинской религии эволюции и атеизма. В основном через систему образования. Но об этом в другом ролике как-нибудь. А тут английская обезьяна Дарвин говорит, что люди – это якобы животные. Потом он говорит, что пожизненный брак между мужем и женой и серийные совокупления с множествами партнерами – это якобы одно и то же. Еще он говорит, что либо групповой брак, либо экзогамия, то бишь непристойные смешанные браки, якобы преобладали ранее. Ну, во-первых, Дарвин обманывает и несет полный бред. А во-вторых, люди и животные – это разные понятия. И так было всю историю нашей молодой планеты Земля, которой всего лишь 6000-7000 лет. С того момента, когда было сотворение мира Господом, а не якобы миллиарды лет. Теперь, поскольку у животных, а точнее хищников, нет гуманности и поэтому моральности, то они могут делать злобные поступки. Например, коммунисты и нацисты совершали убийства беззащитных людей. И оба были атеистами, и убийцы, и как хищники. И вопреки угнетению со стороны коммунистов, победил нацистов как раз русский народ. А именно белые мужчины из России, Украины, Белоруссии. А нацики оказались низшей расой. Но я, конечно, с юмором говорю, когда так разговариваю. Потому что эволюция, атеизм – это промывка мозгов, и нет никаких высших рас, ни низших рас. И вообще, до эры дарвинизма слово «раса» на английском означало «народ», «родня», «род» и так далее. Плюс другие определения. И после всемирного потопа человечество было одним народом, говорившим на одном языке. Но во время строительства Вавилонской башни человечество стало разнообразным. А у Дарвина тут и не только, еще много всякой чуши. И все это 100% из 100% в русле его религиозной доктрины эволюции атеизма. Теперь здесь и здесь тоже Дарвин говорит про аборты и детоубийство в целом. Им утверждается, что детоубийствами население якобы облегчает себе задачу выживаемости. То есть Дарвин открыто оправдывает убийство беззащитных людей и косвенно оправдывает половой разврат в обществе, то есть блуд или любодеяние. Кстати, блуд относится к незамужним и неженатым, а прелюбодеяние относится к дозамужним и доженатым. А вот что современные псевдоученые-дарвинисты в их псевдоисследовании Serial Monogamy as Polygyny or Polyandry утверждают. Якобы у женщин есть выгоды, в данном случае генетическая выгода от множества половых партнеров. Но это абсолютная ложь. Это только лишь способствует заболеваниям, передающимся половым путем. И никакой выгоды ни она, ни ее близкие, ни общество не получат. В этом же псевдоисследовании говорится, что у женщин якобы есть выгода от множества браков, нежели у мужчин. Другими словами, половое распутство и разврат – это якобы окей. А наряду с этим и раздел имущества ее бывшего мужа, плюс привязывание его к ежемесячному пособию на ребенка и алиментам. И если так будет с ее каждым новым мужем, то это якобы ничего. И такое возможно, особенно в странах воинствующего атеизма, как совка или бывшего совка. Еще в этом же псевдоисследовании утверждается, что множество серийных сношений якобы дают выгоду мужчинам.
Но если такой мужчина портит женщину, которая может быть потенциальной женой другого чела, то это мерзость, и такое общество будет испоганенным. И аналогично, если женщина совокупляется с другими мужчинами, у которых могла бы быть своя собственная жена, то это мерзость, и такое общество будет испорченным. Супружество мужа и жены – это на всю жизнь, без измен, без разводов, как и учит Библия. А вот как дарвинисты подменяют понятия. Думаю, ты знаешь, что моногамия – это, например, когда у женщины есть только один мужчина всю жизнь. Так те самые обезьянофилы в их псевдоисследовании Serial Monogamy as Polygyny or Polyandry придумали замену и назвали эту подмену серийная моногамия, что примерно означает брак-развод, еще раз брак-развод и так далее. Но может быть и вне брака тоже. Как ни крути, а получается блуд и проституция. И платно или бесплатно, тут это не важно. Продолжаю обличать эту доктрину проституции, но теперь с точки зрения Талмуда и Корана. Они не иудеи по-русски и не жиды по-польски. Не называй их так. Да, они могут быть потомками евреев по крови или не быть ими. Но духовно они не иудеи. Духовно они синагога сатаны. И это библейский термин. В Вавилонском Талмуде говорится, что женщина приобретается в брак тремя способами. Либо деньгами, либо услугой, либо половым актом. А расстаются они тоже легко, но о серийных разводах чуть позже. И да, это тотальное беззаконие и половое распутство. Деньги за временный брак – это скрытая проституция. Теперь, в Коране муслимы, если смогут себе это позволить, то могут жениться на пленных женщинах и рабынях, полученных вследствие убийственного джихада, как мера для преодоления предела 4 жен. А приобретаются все эти женщины в брак тоже деньгами, и называется это маар. А разводятся они тоже легко, и о серийных разводах будет через секунду. И да, это полный хаос и половое распутство. Деньги за временный брак – это скрытая проституция. Итак, серийные разводы в Талмуде и Коране. В Вавилонском Талмуде говорится, что если документ о разводе, который называется гет, был отменен уже после развода, и жена все-таки остается у своего мужа, то тогда так называемые раввины разрешают этой замужней женщине выйти за другого параллельно. Ну то есть серийный развод без развода. Прям сплошная полиандрия, многомужество в Талмуде. В Коране говорится, что разведенка может вернуться к бывшему только после того, как ее нынешний подал на развод. И так женщина может чередоваться из брака в брак неограниченно. Ну то есть серийный развод действует на полную в Коране. Во всех этих грязных источниках можно обнаружить общую тематику искажения и контраста правды. А это очевидные отпечатки дьявола-клеветника. А серийные разводы в Талмуде, Коране и религии атеизма, эволюции – это целая экономическая отрасль. И деньги за временный брак – это скрытая проституция. А сейчас вот как противостоит Библия всему этому беспределу. Но прежде скажу, что есть библейский канон. Однако в плане Ветхого Завета надежная Септуагинта отличается от искаженного масоретского текста. И неканонические писания Ветхого Завета, то есть апокрифические книги, присутствуют в Септуагинте, но отсутствуют в искаженном масоретском тексте. А также, соответственно, в плане Нового Завета есть надежный Textus Receptus, также известен как перевод синодальный, перевод короля Иакова и так далее. Итак, все эти библейские цитаты касаются всех людей, а не якобы только древних евреев по крови. К Галатам, глава 3, стих 28, Новый Завет, Textus Receptus. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе.
1 к Коринфянам, глава 7, стихи 1 по 2, Новый Завет, Textus Receptus. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждая имеет своего мужа. Но подавляющее большинство людей не делают, как говорит Священная Библия. И это одна из наиглавнейших причин, из-за чего в России, Украине, Белоруссии все так мерзко и плохо. А некоторые страны, когда гниют изнутри, то снаружи иногда незаметно. Это не только про Америку». В Ветхом Завете можно было развестись один раз, но без полового акта. Либо Второзаконие, глава 24, стихи 3 по 6, Ветхий Завет Септуагинта, либо Второзаконие, глава 24, стихи 1 по 4, Ветхий Завет Масоретский. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет, сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость перед Господом Богом твоим. И не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Но как я знаю, что можно было развестись один раз, но без полового акта в Ветхом Завете? Ну или другими словами, без осуществления брачных отношений. А вот отсюда. Второзаконие, глава 22, стихи 13 по 22, Ветхий Завет, Септуагинта или Масоретский. «Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: я взял сию жену и вошел к ней и не нашел у нее девства, то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства отроковицы к старейшинам города, к воротам. И отец отроковицы скажет старейшинам: дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он взводит на нее порочные дела, говоря: я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей, и расстелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него 100 сиклей серебра пени и отдадут отцу отроковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет истина, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. И так истреби зло из среды себя. Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину. И так истреби зло от Израиля. Итак, в Ветхом Завете можно было развестись один раз, но без полового акта. Но закон Моисеев из Ветхого Завета был нарушен людьми и заменен Новым Заветом. И сейчас в Новом Завете супружество мужа и жены – это точно так же навсегда, как и было до этого. От Марка, глава 10, стихи 2 по 9. Новый Завет, Textus Receptus. «Подошли фарисеи и спросили, искушая его: позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ: что заповедал вам Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться.
Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Окей. В Ветхом Завете можно было развестись один раз, но без полового акта. Но закон Моисеев из Ветхого Завета был нарушен людьми и заменен Новым Заветом. И сейчас в Новом Завете супружество мужа и жены – это точно так же навсегда, как и было до этого. От Матфея, глава 5, стихи 31 по 32, Новый Завет, Textus Receptus. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. А вот что пишется про непристойные смешанные браки для мужчин и женщин. Товит, глава 4, стих 12, Ветхий Завет, исключительно Септуагинта или Апокрифы. «Берегись, сын мой, всякого вида распутства, возьми себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо мы сыны пророков, издревле отцы наши, Ной, Авраам, Исаак и Иаков. Помни, сын мой, что все они брали жен из среды братьев своих и были благословлены в детях своих, и потомство их наследует землю». А также вот что пишется про непристойные смешанные браки для женщин и мужчин. Числа, глава 36, стих 8, Ветхий Завет, Септуагинта или Масоротский. «И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женою кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих. И если ты мужчина, то не ведись на всяких потаскух, и тогда будет порядок и у тебя, и в стране. И если ты женщина, то не будь потаскухой, и тогда будет порядок и у тебя, и в стране». От Матфея, глава 5, стихи 27 по 28. Новый Завет, Textus Receptus. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». И, конечно, были единичные случаи в Библии, где это все прощалось людям. Но это не значит, что якобы можно совершать грехи, то есть деструктивные злобные дела. В общем, не надо делать мерзость, иначе будут плохие последствия у целой страны как минимум. А насчет так называемого рукоблудия, я от своего имени скажу, что оно слишком переоценено, потому что, например, заранее записанные 60 кадров в секунду или офлайн изображение женщины – это не есть женщина. Ведь раньше не было экранов, но были подглядывания. Может, это является причиной, почему это так переоценено. И несмотря на то, что закон Моисеев из Ветхого Завета был нарушен людьми и заменен Новым Заветом, это не значит, что Ветхий Завет стал якобы неактуален. От Матфея, глава 5, стихи 17 по 18, Новый Завет, Textus Receptus. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Ну то есть и клеветнический Талмуд, и клеветнический Коран, оба этих дьявольских источника противоречат 10 заповедям из Библии, а точнее из Ветхого Завета. И не первый храм, и не второй храм, как и жертвоприношения ягнят за повторяющиеся грехи, ну то есть закон Моисеев уже не вернешь.
Потому что сейчас бывшие грешники прощаются раз и навсегда через Господа Иисуса Христа исключительно. И поэтому Новый Завет – это естественное продолжение Ветхого Завета. А вот что случается, когда люди делают злобные поступки, например, когда подталкивают других совершать злобные дела. К Римлянам, глава 1, стихи 28 по 29, Новый Завет, Textus Receptus. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия». Ну то есть Талмуд, Коран, эволюция Дарвина – это идолопоклонство и язычество, или другими словами, отдаленность от Господа, которая влечет за собой наказание за грехи, как блуд и так далее. Итак, это все было про то, как Библия противостоит всякому беспределу. А сейчас про конкретные предупредительные меры. Как же исправить ситуацию с блудом, сектами, типа атеизма и так далее? Что надо делать? Если белым мужчинам из России нужен успех, свобода, порядок, то борьба с Путиным убийцей в виде протестов бесполезна. Нужна сплоченность, но это возможно только с помощью Нового Завета и Ветхого Завета, то есть Библии. Потом эту изначальную духовную сплоченность нужно развивать физической сплоченностью. Давай это назовем фриланс онлайн как команда. Ну то есть представь, что вместо того, чтобы тратить время на провальные уличные митинги, люди будут и деньги зарабатывать физически, и будут единомышленниками друг другу духовно. Ведь онлайн, то есть из интернета, можно узнать, как пользоваться open source проектами, то бишь бесплатными видео, аудио, фото программами, а также open source языки программирования и ихние библиотеки и фреймворки. Я, если что, в этом разбираюсь. А этим всем как бы подразумевается, что нужен английский. Но тут сразу нужно предупредить, что английские матерные слова очень богохульственные. Их нужно всегда цензурить. Так что осторожно. Теперь, таким образом, например, можно анонимно делать вместе YouTube видео и открывать глаза другим. И заодно зарабатывать как фриланс-команда. И некоторую часть прибыли инвестировать обратно в эти два общих дела. А потом, когда перестанем быть меньшинством, то можно открыто и бизнесы делать. И вместе дальше влиять на нравы общества. И так далее. Вот тогда не будет уже влияния гейской, англосаксонской, западной культуры, где мужчины спят с мужчинами, как с женщинами. Более того, бисексуальные англомужчины, то есть те, кто одинаково спят с мужчинами или женщинами, тоже геи. И не будет уже влияния владельцев Федеральной резервной системы, которые управляют миром денег. И не будет уже влияния криптосект, как убийственный ислам, законно-коррумпированный талмудизм, атеизм, дарвинизм, коммунизм, нацизм. Потом в обществе появится моральность. Нормальных людей будет становиться больше. И тогда белые российские парни окончательно смогут навести порядок и диктовать целомудренность своему женскому полу. А белые люди из Украины и Белоруссии понаблюдают за этим и сделают у себя так же, как сделали белые люди из России. И значительная часть территории Российской империи царя Николая II будет неофициально установлена. И патриархат должен снова быть. Но вопреки совковому влиянию, не надо русскому мужчине быть с чужой женщиной. Ни азиатка, ни тюркчанка и так далее. А только своя белая женщина, не чужая. А также русская женщина особенно должна и обязана быть только с русским мужчиной. Иначе русская распутница должна быть наказана тюрьмой пожизненно. Ну то есть никто из одного народа не должен ревновать своего мужчину или свою женщину из-за кого-то из другого народа. Вот думаю, за исключением белых порядочных американок и так далее.
Ведь они явно лишние в их гейской, англо-саксонской, западной культуре. Поэтому так и будет, если белых русских мужчин начнут уважать свои же белые русские женщины. Но должно быть супружество мужа и жены на всю жизнь, как учит Библия, а не паразитический брак-развод. По-моему, лучше заключать церковное супружество мужа и жены, которое называется венчание, если не ошибаюсь, нежели заключать светский гражданский брак в ЗАГСе, где же и происходит развод. И каждая женщина должна и обязана быть целомудренной до ее супружества, как и ее мужчина, иначе будет разврат и мерзость в обществе. И кстати, по Библии церковь – это не здание, а собрание людей во имя Господа. А все мечети и все синагоги надо будет снести, и чем раньше, тем лучше. Но не должно быть никаких икон идолов, никаких статуй Сталина, Ленина и так далее. И никаких длинных волос у мужчин, как у римлян-католиков. Ветхозаветный Самсон, он уже давно в прошлом, если что. И никакой доктрины якобы только верою, без деяний, как у протестантов, где якобы можно делать грехи, ведь якобы однажды спасен только верою без деяний, то всегда спасен. И никакой доктрины якобы повторения грехов и якобы отпущения этих самых накопившихся грехов человеком, как у римлян-католиков. И никаких наркотических средств и никакого алкоголя не должно быть на территории страны, кроме как чуть-чуть красного вина для святого причастия. И это еще называется Евхаристия и Вечеря Господня. Но никаких так называемых свидетелей тетраграмматона, потому что люди на самом деле не знают, как надо произносить имя Господа. Так что никакого делания греха, то есть злобных поступков, не должно быть никогда. Бывшие грешники значит бывшие грешники. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так поступай и ты с ними. А любовь – это не похоть. Слово «любовь» означает любить ближнего своего, как самого себя. И вообще, чтобы быть в курсе дел, начни читать Библию с Нового Завета, где текстуальная основа – это Textus Receptus. Хорошо изучи это и потом дополни Ветхим Заветом, где текстуальная основа – это Септуагинта, а не масоретский. Ведь масоретский текст был искажен. В этом ролике я рассказал и показал, как атеизм, эволюция, Талмуд, Коран поощряют половое распутство, половую развращенность, нецеломудрие. Это было насчет «как не надо», а насчет «когда надо» я привел цитаты из Библии, которые противостоят всем этим грязным делам. Если ты не против, то поддержи этот проект.